Всем привет! Поскольку Южная Америка заинтересовала многих людей, я решил сделать дополнительный ролик о данном континенте. В прошлый раз мы поговорили об общих фактах континента, сегодня же я решил немножко углубиться в страны, и чтобы ролик был не слишком длинный, разделю его на части. Итак, начнем, пожалуй, с Колумбии, страна с населением примерно 51 миллион человек, говорящих на испанском языке. В 1810 году стала независима от Испании, столица Богота. По населению страна занимает второе место после Бразилии, 28-е в мире и третье по количеству испаноговорящего населения. Процент испаноговорящего населения в Колумбии выше, чем в самой Испании. По площади Колумбия примерно равна Португалии, Франции и Испании вместе взятым. Колумбия – вторая страна в мире с наибольшим биологическим разнообразием. Здесь зарегистрировано 54 871 вид. Однако входит в восьмерку стран с наибольшим нанесением вреда экологии. Колумбия – одна из трех государств Южной Америки, имеющая выход как к Тихому, так и к Атлантическому океану. Другие такие государства – Панама и Чили. Высочайшей горой Колумбии является Кристобаль-Колон высотой 5775 метров. Юго-восток страны занят Амазонской сельвой, расположенной в области постоянно влажного экваториального климата. Пышная непроходимая растительность, 5 ярусов деревьев до 70 метров высотой и богатый животный мир отличаются большим разнообразием, но из-за тяжелых природных условий в этом регионе проживает лишь 1% населения страны. Среднемесячные температуры на низменностях около плюс 35 по Цельсию, осадка выпадает до 10 тысяч мм. Благодаря близости к экватору тут царит вечное лето. Слабые стороны государства – наркоторговля, коррупция, политическая нестабильность отпугивает инвесторов. Промышленность неконкурентоспособна, высокая безработица – около 12%, колебания мировых рыночных цен на кофе, внешнеполитические проблемы из-за экспорта кокаина. Основной экспорт – нефтепродукты, кофе, уголь, никель, одежды, бананы, продукты цветоводства и изумруды. Около 90% всех изумрудов в мире добывается в Колумбии. Основные покупатели – 30% США, 8% Панама, 5% Китай. Импортируется в основном промышленное оборудование, транспортные средства, потребительские товары, химикаты, топливо. Основные поставщики – США, Китай, Мексика, Бразилия и Германия. 18% работающих занято в сельском хозяйстве, 5% земель используются под посевы, 38% под выпас скота. Самые плодородные почвы находятся на плато и в некоторых равнинных регионах. Колумбия – второй в мире производитель кофе. Для горных районов товарными культурами являются хлопок и табак. В низинах расположены плантации экспортных культур, бананов, сахарного тростника, а также декоративных цветковых растений. Для внутреннего рынка выращивают рис, кукурузу, картофель и сорго. В животноводстве преобладает разведение крупного рогатого скота, свиноводство и овцеводство. В южных департаментах широко распространено выращивание коки, контролируемое колумбийскими наркокартелями. Огромные расстояния, болота, леса, горы и незначительная численность населения препятствуют развитию сухопутного транспорта, способствуют все большему использованию воздушных перевозок. Парочка интересных фактов. Колумбийцы обычно не разуваются, входя в дом, так как полы тут обычно выкладываются кафельной плиткой, и она всегда остается холодной. Метро в Колумбии нет. Приблизительно 10% всех растений в мире произрастает в Колумбии. Этому способствуют погодные условия, температура, влажность и наличие солнечного света. Сейчас немножко об интересной флоре. Киндаийская восковая пальма. Она произрастает в высокогорной местности в долине Кокора, северо-восточная часть Колумбии, на высоте от 1800 до 2400 метров. Высота дерева может достигать 50 метров, редкие экземпляры вырастают до 60. Продолжительность жизни более 120 лет. Ствол цилиндрический, гладкий, покрытый воском. Стрептосолен – это род вечнозеленых лазящих кустарников, родиной которых является Колумбия, Эквадор и Перу. Род представлен единственным видом Стрептосолен Джеймсона. Отличительная черта этого растения – множество оранжевых и ярко-красных цветков. Не используется в промышленных и фармацевтических целях. Химический состав стрептосолена не изучен, известно лишь, что растение ядовито. Катлия триана – это тропическое растение из семейства орхидей, эндемик флоры Колумбии. Высота стебля у него может достигать 9 метров. У орхидеи Катлия трианы кожистые листья и ароматные белоснежно-пурпурные цветки. К сожалению, исчезающий вид. На территории Колумбии находится 44% южноамериканских холодных высокогорий, и при этом является одной из стран с довольно большими влажными регионами и со множеством рек, протекающих во всех направлениях. Колумбия занимает третье место в мире по наличию проживающих видов животных и второе место по количеству видов птиц.
1750 единиц, что является 20%. Хотя колумбийское правительство считает свою страну первой, потому что они определили 1815 видов зарегистрированных птиц. Это равняется 20% видов в мире и 60% видов в Южной Америке. Также страна вторая в мире по разнообразию бабочек – 3000 семей и более 250 тысяч разновидностей жесткокрылых. Колумбия первая по количеству видов амфибий – 15%, также 30% видов черепах, 25% видов крокодилов, кроме того 222 вида змей. Есть 30 видов приматов. Это ставит Колумбию на 5-е место в мире по видовому разнообразию приматов. Вводится 456 известных науке видов млекопитающих, что ставит Колумбию на 4-е место во всем мире по их разнообразию. Около 22% находится на грани вымирания. Теперь немножко о достопримечательностях. Река Каньо-Кристалес. Устье реки находится в центральной части Колумбии. В переводе с испанского название реки означает «кристальная река». Река известна тем, что изменяет свой цвет за счет разных видов водорослей, из-за чего местные жители называют ее рекой 5 цветов. Изолированный горный массив на севере Колумбии Сьерра-Невада-де-Санта-Марта на побережье прикарибской низменности. Высота 5780 метров. Гора Кристобаль-Колон, самая высокая в стране, также находится там. Вершины покрыты вечными снегами и ледниками. На северо-западном краю массива расположен город Санта-Марта. Архипелаг Росарио. Находится он в 40 километрах от города Картахена. Во всей Колумбии это единственный подводный парк, а состоит он из 38 островов, отличающихся по размеру, так и по форме. Многие из них находятся в частной собственности. Островки суши покрыты мангровыми зарослями, а на берегах раскинуты песчаные пляжи. Это отличное место для принятия солнечных ванн, купания. Температура воды обычно находится на уровне 30 градусов Цельсия. Национальный природный парк Лос-Невадас. Площадь этой достопримечательности в Колумбии составляет 583 квадратных километров, а перепады высот колеблются в пределах 2600–5300 метров над уровнем моря. Фото в данной местности получается невероятное. Остров Мальпело, остров в восточной части Тихого океана, в 500 километров от берегов бухты Буэнавентура в Южной Америке. Принадлежит Колумбии, является крупнейшей зоной с запретом на рыболовство в восточной тропической части Тихого океана. Остров представляет собой скалу без обильной растительности, максимальная высота 376 метров. Ценность представляет не сам остров, а то, что его окружает, неимоверное количество морских обитателей. Самыми яркими представителями являются всевозможные акулы, шелковые акулы, плащеносные, китовые, молоты, а также морские свиньи, манты, мурены и другие. Остров необитаем, на нем располагается лишь небольшой военный пост колумбийской армии, созданный в 1986 году. Для посещения острова необходимо получить письменное разрешение от Министерства экологии Колумбии. Не могу не затронуть основные естественные опасности на территории страны, да и соседних стран тоже. Сразу можно отметить, что для людей, недолюбливающих змей или насекомых, это не самое лучшее место для посещения, а особенно за пределы городов, поскольку их там просто запредельное количество. Описать все будет довольно затруднительно, и поэтому я выбрал на свое усмотрение несколько. Гусеница ланомия. Любое прикосновение к ланомии может обернуться отказом почек, кровоизлиянием в мозг и летальным исходом. К сожалению, регистрируется несколько смертельных случаев каждый год, приписываемых ланомии. Единственным положительным моментом является то, что гусеницы появляются только на несколько месяцев ежегодно. Оренокский крокодил – это один из самых крупных видов крокодилов и самое крупное животное в Южной Америке. Длина взрослых самцов может достигать по крайней мере 5 метров. Оренокский крокодил живет в реках и озерах Колумбии и Венесуэлы. Королем колумбийских лесов является ягуар, вид хищных млекопитающих семейства кошачьих, один из 5 представителей рода пантер, который относится к подсемейству больших кошек. Единственный представитель рода на территории Северной и Южной Америки. Длина тела без хвоста примерно 180 см, масса около 100 кг. Внешне ягуар очень похож на леопарда, но значительно превосходит его по размерам. Подобно тигру, он способен неплохо плавать. Ареал ягуара простирается от Центральной Америки до болот и сельвы Мато-Гроссо, а также севера Аргентины. Ягуары полностью истреблены в Сальвадоре и Уругвае. Основной метод охоты ягуара – это засада в высокой траве или на дереве. В отличие от других крупных кошачьих, ягуар нередко прокусывает своей жертвой череп или шейные позвонки. Если жертва обнаружила хищника и спасается бегством, ягуар практически никогда не преследует ее. Убив добычу, ягуар начинает поедать ее с головы, постепенно продвигаясь к задней части, часто затаскивая ее на дерево. Если жертва велика, хищник остается у нее, утоляя голод в 2 приема с интервалами в 10-12 часов. Кошка почти никогда не питается падалью,
поэтому к остаткам своей жертвы возвращается очень редко. Если ягуара не провоцировать, он обычно не агрессивен, а скорее любопытен и часто преследует человека по лесу, не проявляя враждебных намерений. Также у него практически отсутствуют враги. Ямкоголовая гадюка. Эти змеи отличаются наличием двух термочувствительных инфракрасных ямок, расположенных в промежутке между глазами и ноздрями змеи. Это единственное подсемейство гадюковых, обитающих на американском континенте. В Колумбии на этот вид приходится 70% всех укусов со смертностью около 10%. Муравей-пуля обладает сильнейшим ядом, превосходящим по силе воздействия яд любой осы или пчелы. Муравьиные семьи обитают в низинных лесах на высотах от уровня моря до 750 метров. Крупные хищные муравьи с длиной тела до 25 мм и буровато-черной окраской по шкале силы ужалий Шмидта соответствуют высшему уровню. В ходе изучения химического состава яда из него были выделен новый парализующий нейротоксин пептид, названный по нейротоксину. Боль от укуса муравья может продолжаться до 24 часов. И, пожалуй, самые опасные – древолазы. Некоторые представители семейства являются одним из самых ядовитых животных на планете. Это очень маленькие лягушки, размером 12-25 мм, самые крупные до 60, весят около 2 грамм, в зависимости от размера. Окраска тела большинства видов очень яркая, от нежно-желтого до синего-черного, кроваво-красного, предупреждающих об опасности. Зубы отсутствуют, глаза способны воспринимать только движущиеся объекты. Обитают по берегам рек, ручьев, дождевых лесах, гор и низменностей на высотах от 300 до 2000 метров над уровнем моря. Большинство видов большую часть жизни проводят на деревьях высотой до 10 метров. Они отлично передвигаются по тонким ветвям и даже листьям. Любят высокую влажность воздуха от 70 до 100% при идеальной температуре в 30 градусов. Однако кратковременно могут переживать снижение температур ниже нуля или даже случившиеся в горах снегопады. Настоящих водоемов они избегают, особенно прохладных ручьев. Холодная вода замедляет метаболизм, и упав в нее, древолазы могут даже захлебнуться и утонуть. В отличие от других амфибий, древолазы активны только днем. Благодаря яркой предупреждающей окраске лягушки свободно перемещаются, не опасаясь хищников. По ночам спят в укрытиях под листьями, в дуплах, расщелинах деревьев, на небольшой высоте от поверхности земли или в мху. Крупным самцам свойственно ярко выраженное агрессивное территориальное поведение. Обладают строго охраняемыми участками, которые обозначены криками, и при вторжении соперников яростно защищают. Прыгают древолазы редко, только в случае крайней необходимости, предпочитая передвигаться пешком. При опасности не убегают, а впадают в коматозное состояние, либо наоборот, проявляют агрессивность, наскакивая на врага. Питаются червями, жесткокрылыми и пауками, однако основная их пища – это мелкие насекомые, термиты, муравьи, а также различные клещи, кислота которых является основой их токсинов. Добычу активно преследуют, живут до 25 лет. Некоторые виды особо опасны. Их кожа пронизана железами, выделяющими микроскопические доли яда, которые вполне достаточно, чтобы убить 20 человек. В своем составе яд содержит около 100 различных ядовитых веществ, одним из которых является батрахотоксин, вызывающий аритмию сердца, ведущий к его остановке и вызывающий паралич дыхания, что в тяжелых случаях может привести к смерти человека примерно за 20 минут. Это один из сильнейших ядов небелковой природы. Чтобы яд подействовал, ему достаточно попасть в кровь через слизистую оболочку или мелкие трещинки в коже. Противоядия к яду древолаза в настоящее время не существует. Наиболее ядовиты 3 вида, обитающие на западных склонах колумбийских Анд: золотистополосый листолаз, двухцветный листолаз и ужасный листолаз. По сравнению с другими видами они выделяют меньше яда, зато их яд примерно в 20 раз сильнее, поэтому к ним опасно даже прикасаться. Ядовитые лягушки не вырабатывают яд самостоятельно. Они получают его вместе с пищей, например, с панцирными клещами. Токсины могут изменяться организмом лягушки в процессе метаболизма или остаются неизменными. Если исключить ядовитых насекомых из рациона древолаза, то через некоторое время они теряют свою токсичность. Однако абсолютной безопасности ядовитость не дает. Крупные пауки или некоторые виды змей, например, Erythrolamphus ephinaepelis, имеют иммунитет к яду и успешно на них охотятся. Также не стоит забывать, что Колумбия находится в тропиках, а это значит, что здесь можно подцепить желтую лихорадку, лихорадку Денге, холеру, гепатит А, Б, Д, бешенство, столбняк, тиф, болезнь Чагаса, поэтому заранее лучше позаботиться о вакцинации. Всем спасибо за просмотр. Если было интересно, пишите комментарии, понравился ли вам данный формат. Всем пока!